На чили, на расслабоне. Четвертая серичка заходит на ура. 0:35 по московскому времени. Ребята, заходите на канал Вазда. У нас здесь вот так вот всегда на чиличах просто. Добиваем игрушку, пытаемся ее добить. This is police. This is the police, наверное, да, правильно. Лайк, подписка, колокол. Приятного просмотра. Не забудь подписаться. Поехали. Начинаем новый день. Что же нам приготовил 99-й день? Стукачок в этот раз долго живет. Так. Что-то здесь по детективам какая-то пожилая просадочка совершилась. Поступил новый вызов. Сразу же идет вызов. Захват заложников. Это уже дефолт. Больница. Реанимационное отделение. Пришел Моррис, дочь которого 2 дня назад попала в аварию. После разговора с врачом Моррис выхватил пистолет. Санитаров в заложники. Все. Тут максимально все, в принципе, понятно. По тяжелому чувак пошел. Без вопросов вообще. Здесь, в принципе, все понятно. Поступил новый вызов. Массовая драка. Чего? Опять кукурузный монумент? Бывает. Вандализм. Полиция, 3 упыря пришли с краской к стене моего дома и замазывают граффити, которое я потратил неделю. Задание выполнено. Прокатитесь. Вот это было важно разрулить. Подождем. Возможно, успеют вернуться. Задание выполнено. Уроды. Массовая драка, да? Во время согласования с мэрией митинга несколько людей, предположительно сотрудников мясокомбината, сейчас я вам устрою драки рядом с мэрией. Соболезную. Поступил новый вызов. Да. Продажа и массовые беспорядки. Ну, на массовые, извините, у меня полицейских нема. А вот сюда мы прокатимся. У нас нештатная ситуация. Гранат со слезоточивым газом, конечно. Ни хера себе там с холодным оружием применение. Это, ребята, так не пойдет. Поступил новый вызов. Жестко. Задание выполнено. Молодец. Малой кровью отделались. Угроза взрыва. Секунду. Мне пришлось уволить одного из своих помощников, который помогал с ульями на моей пасеке. Улья со свалки? Пошел ты нахер. В офис строковой компании пришел пожилой мужчина, обвязанный динамитом. Я понял. Поступил новый вызов. Хранение краденого имущества. В обмен на смягчение приговора бывший грабитель ювелирных магазинов сообщил, что краденое хранится на складе в порту. Ну, хз. Без спецназа туда суваться. Ну, с другой стороны, ребят много сейчас. Я думаю, вырулят.
Я думаю, вырулит. Ой-ой-ой, хорошо. Поступил новый вызов. Не, ребят, извините, но все по фулу это типа очень жестко. Вот здесь сейчас будет какая-то заварушка. Хотя он мог фейкануть. Лучше бы он, честно говоря, фейканул. У нас внештатная ситуация. Полиция прибыла к складской ячейке. За дверью слышны бодрые разговоры и смех. Полицейский случайно задевает мусорное ведро, которое со звоном покатилось. Кто там? Спрашивают из двери. Откройте, пожалуйста. Засов двери медленно отодвигает, дверь открывается, оттуда высовывается мужчина с пистолетом в руке. Задание В выполнено. дверь ногой и штурмовать помещение. Сюда, ребята. Ишь ты. Молодой мужчина в лыжной маске выстрелил в главу благотворительного фонда. Все. Предельно все ясно, понятно. Дальше можете не продолжать. Поступил новый вызов. Задание выполнено. Это вообще нормально, нет? Алло, игра. Что? Типа на ровном месте типы отлетели? Нападение с применением холодного. Прохожий заметил, как такси резко затормозил у обочины. Внутри салона начался скандал. Клиент сломал перегородку. О. Да ёпта, да шо, как же здесь раскрыть это дело-то, а? Наверное, все-таки вот это. Понятия не имею, как его раскрыть. Я думаю, что я солью это дело. Очень муторное. Давайте его в архив пока отправим. Я реально не знаю, что здесь и как. Пока что его солью. Вот это вот очень печально, но первый раз у меня 3 сотрудника на выезде погибают. Задание Типа, выполнено. игра начинает удивлять. Прям приятно удивлять. Да, так. Ну, Джек, кто твой любимый заместитель? Фрэнсис Кендрик, но продолжай. Один очень хороший адвокат, очень хороший. Придумал, как тебе сохранить свой пост. Хотя сказать придумал, не сказать ничего. Он разработал целую схему. У него гигантский план. Я только что говорил с ним по телефону, и его было не заткнуть, так много у него идей. О, даже не знаю, что сказать, Мартин. Это замечательно. Могу я с ним увидеться? Да, конечно, он не местный, и у него сейчас идет суд на другом конце страны, поэтому заняться нашим делом он сможет дней через 8-10. Он прилетит во Фрибург, и мы втроем все обсудим. Звучит превосходно. Ну, давай. От меня сейчас что-нибудь нужно? Нет, ну, да. Нет, ну, понимаешь, среди его планов большая публичная кампания в твою поддержку. Много прессы, много интервью, может, даже несколько уличных демонстраций. И было бы здорово, если бы твоя семья была рядом с тобой. Я знаю, что ты не общаешься с женой, но, может быть, твои дети Нет, могли бы... слушай, мой старший сын со своей невестой устроили что-то вроде кругосветного путешествия. Большое 7-месячное турне. Это девушка из богатой семьи, поэтому они взяли с собой и моих младших ребят. Еще кучу друзей, сейчас колесят по свету большой компанией. А И я я? счастлив, что они вдалеке от... Ну, знаешь, вдалеке от всего этого. Они даже не знают, что меня увольняют. Пусть все так и останется. Ладно, Джек, я понял, никаких проблем.
Ладно, день был жуткий. Поеду отсыпаться. Слушай, ты упомянул, что знаешь, что мы с Лорой не общаемся, и... В общем, я подумал, не можешь ли ты помочь найти ее? Джек, я прекрасно понимаю, что тебе тяжело, но я думаю, сейчас нам лучше сосредоточиться на твоей отставке. А когда мы покончим с этим, мы что-нибудь придумаем, ладно? По одной вещи за раз. Я понимаю, о чем ты, Мартин, но... Джек Бойд, Ну что, Джек, ты готов весь следующий час слушать мое нытье? У меня был очень насыщенный день. почти готов. Потерпи одну секунду. Да, да, Мартин, ты прав. По одной вещи за раз. Еще раз спасибо. Поезжай домой, набирайся сил. Вот теперь я готов. Брат пошел в лес и не вернулся. Да, получается, с юбилеем в игре. Что ж, поехали. Моя девочка. Моя девочка. Так, ну чё у нас? С какой смены там минусанули народ? Да, вроде смена. Да. О, идут два Эма. Один в кепке, второй тоже в полицию устроится. Дайте-ка я тут кое-кого еще продвину. А, нет, не здесь. Поступил новый вызов. Массовые беспорядки. В тюрьме перестала работать система кондиционирования воздуха, а неполадки не могли устранить на протяжении нескольких дней. Заключенные взбунтовались, избили охранников, забаррикадировались в блоке. Несколько гражданских и грозятся. О, ребятки. Давай. Погнали. Как всегда, утро начинается не с кофе. Это уже какая-то закономерность. О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ах ты гадость. Мальчик куда хотел? Ой, быдло. Гей-клуб, до свидания. Ага. Что? Я человек широких взглядов. Я давным-давно смирился с существованием содомитов. Но сейчас эти извращенцы стали пихать свои гниющие и сифилисные носы в наши дела. А, наркотики в туалетных кабиночках продаем. А, это святое дело. Засандалить Задание гей-клуб выполнено. это дело, как говорится, да. Поступил новый Это вызов. надо помочь. Новый Еб вызов. твою мать, что здесь? О. Ну ты, конечно, и мудак. Краденое имущество. Миссис сообщила, что в доме по соседству несколько парней устроили настоящий склад ворованного добра. Возможен фейк. Кто-то услышал, как в соседнюю квартиру вломился мужчина и стал избивать живущую там девушку. Скорее всего, не фейк. Попытка угода. Молодой кассир вышел на перекур, заметил, что рядом с дорогой машиной копается подозрительно темнокожий мужчина. Это фейк. А вот это вот, скорее всего, не фейк.
Давайте-ка вот так вот. Что-то меня теперь... Задание выполнено. Ой. Ой-ой-ой. Ну, давай, ладно, прокатимся. В принципе, смена приехала. Полсмены приехал, но я думаю, что вот это фейк будет. Слушайте, уже почти 300 тысяч мы Поступил новый накопили. вызов. Блять, расследовать бы банду какую-нибудь было бы хорошо. Драка. Две молодые мамы что-то не поделили, а цепились друг к другу в волосы. Я ж мать. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Дверь в квартиру выбита, но полиция все равно постучала и громко представилась. Из квартиры тут же раздался какой-то шум. Потом все затихло. Копы зашли внутрь, в углу сидит избитая рыдающая девушка. Больше никого не видно. В квартире нет света. Осмотреться. Девушка в шоке, продолжает плакать, но пока с дрожащей рукой под кровать в дальнем углу. Задание Резко выполнено. перевернуть кровать и накуканить дурака. Дурак накуканен. Едем домой в отдел. Задание выполнено. Конечно же, попытка угона — это фейк. Поступил новый вызов. Подозрительный предмет. Прохожего напугала странная коробка, оставленная кем-то прямо на лестничной площадке. Это точно бомба, я в кино такое видел. До свидания. Хранение краденого имущества. Мужчина, который отказался называть свое имя, сообщил, что Мэри хранит краденые драгоценности в своей складской ячейке. Драгоценности, Мэри, может быть и что-то Задание интересное. Драку мы разрулили. Эта шляпа будет, даже не поеду. 100%. Сейчас минус дом чекай. Задание выполнено. Бездомный оставил коробку с объедками. 100-й день пока не удивляет. Подозрительный индивидуум. Чувак гулял вечером вместе с подругой на природе и заметил, как за ним кто-то следит. Я видел только силуэт этого чудовища, он до смерти меня напугал. Мы добежали до ближайшей фермы, сразу же вызвали вас. Ну, съездите на разведку, но это шляпа тоже. Задание выполнено. Опа. Опа. Сюда. Это сюда. Намечается дело в ресторане в 0:15. Дело в ресторане в 0:15. Я услышал. Что-то тишина какая-то. Поступил новый вызов. Драка. В парке в обнимку прогуливалась молодая пара и мимо о чем-то беседовала. К ним подбежал молодой человек в кожаной куртке. Стал громко о чем-то спорить. Заставшись ссору, держался на ногах, очень громко говорил. Кажется, что за пазухой было оружие. Вот это может быть потяжелый, кстати. Задание выполнено. Это обязательно вот такие... Пару напугало чучело в поле, я понял. Вот это, скорее всего... Да-да, подозрительное затишье, я тоже смотрю. Вот, а я говорил. А я, сука, говорил, что здесь будет по-тяжелому. Он. Ага, растление малолетних. Поступил Процесс новый вызов. идет. Нарушение общественного порядка. Поступила жалоба на шум из ресторана. Они гуляют свою проклятую свадьбу уже 5-й день. Шум, ган-крики, ругань, иностранная музыка. Учительница английского. Ясно, театралы. Задание выполнено. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела. Да-да-да. Нас чуть не позвали. Ну, гуляют, пусть гуляют, чё. Задание выполнено. Ой. Ну, убежал.
прибежал и убежал. Че бухтеть-то? Мафия, да-да, я знаю. Все хорошо. 101 день. Эпатажный художник покончил с собой. Ой-ой-ой. Надо чуть поделиться с ребятами. Что-то они там ругаются. Слышь ты! Завтра придешь. Сука, первый рабочий день уже набухался. Ты что, гонишь, что ли? Конфетная война. Джек, один мой партнер, с которым я надеюсь подписать несколько очень крупных контрактов, хочет по просьбе жены открыть кондитерку. Проблема в том, что местные магазины заполнены продукцией с фабрики, другой компании. На рынке нет места для конкурентов. И нет никого дела до сраных конфет, но я хочу показать, что я выгодный союзник. Сегодня пара моих лучших парней сожгут фабрику этой Клементины дотла, и никто не станет у них на пути. Ведь правда. Я что-то про деньги не услышал, к сожалению. Что-то как-то, знаете ли, какая-то тишина. Про бабосики вы то ли забыли? Спасибо за рейд. Вы то ли забыли, как бы, бабосики-то нет заносить? 225. В какую смену? Да, в принципе, они у меня все битком. Давай в любую. Давай во смену. Нет, это мы себе заберем, а вот это отдадим подчиненным. Поступил новый вызов. О, в офис страховой компании вошел вооруженный мужчина, открыл беспорядочный огонь. Добрый вечер, товарищи. Добрый, как говорится, вечерок. Версия 725. Как всегда, утро начинается, знаете, стабильно в этой игре. Стабильно, прям как в аптеке. Фотостудия. Расследование малолетних. Сотрудник фотосалона позвонил в полицию из-за клиента, который, вероятно, возвращает малолеток. Мужчина принес в фотосалон, проявил пленку. Блять. Гадость, а. Плюс 8, другалетчик. Сейчас посмотрим. Если не фейк, то поедет. Так, здесь задержан. Ну, здесь вообще серьезные ребята поехали. Здесь трипла такая пошла, что Поступил новый вызов. у них опыта на троих под 3000. Угроза самовыпила. Разрисованный, грустный. У меня слезы навернулись. Чего? Встретила самоубийцу. Он весь разрисованный был, такой грустный. У меня просто слезы навернулись, когда увидела эту бедняжку. Чекай, чувак с какого-нибудь маскарадного костюма идет или еще с чего-то. Вот это будет шляпа 100%. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Так. Другалек. Подозреваемый стоит в фотосалоне спиной к двери. Просит сотрудника поторопиться. Сразу Задание арестовать выполнено. вообще без разговоров. Поехал парень. Мужчина, выйдите на Поступил улицу. новый вызов. Попытка угона. Продавец вышел покурить, заметил фигуру в капюшоне. Скорее всего шляпа, но может быть по тяжелому. Давайте вот так вот. С самобоем пусть съездит, прокатится. Задание выполнено. Я говорю, женщина впервые увидела профессионального мима. Он, говорит, шел такой грустный. Мужик думает, да ёб твою мать. О боже. Кондитерская фабрика. Так, один, который хочет захватить, мы его выслушали. Мистер Бойд, я не буду рассказывать о том, как дорога мне моя фабрика. Эта женщина ко мне обращается. Как я десятилетиями шла к тому, чтобы воплотить мечту моего покойного мужа, наполнить город конфетами, которые сможет позволить себе любой бедняк. У нас нет на это времени. Я слышала, что вы деловой человек, поэтому я пришла к вам с деловым предложением. Спасите мою фабрику.
Я буду ежедневно делиться с вами прибылью. Ты ёб твою мать. Конечно, конечно, женщина. Поступил новый вызов. Ну, я что ж я... Ну что ж я, не представитель закона, что ли? Задание выполнено. Поступил новый вызов. Ежедневно отслюнявливать. Ну, естественно. Да без коррупции самое главное. Тут я вообще только, я за сладости, я за бедных. Ура, вперед. Драка на кладбище. Во время похорон могильщик ударил скорбящего отца лопатой. Господи, что с вами не так? Задание выполнено. Так, надо бабосики в офшоры переводить. А то что-то у меня... Поступил новый вызов. Джек, я не знаю, что тебе взбрело в голову, но ты пожалеешь об этом. Да-да-да. Я очень жалею. Я вообще, в принципе, ну, жалею, на самом деле. Ждем возвращения. Я очень жалею. Я, Задание честно, выполнено. буду долго жалеть. Но бабосики мы отсюда выгребаем. Ну да, ну да. Подозреваемый в убийстве жены и его родителей выпущен под залог, обсуждал со своим адвокатом линию защиты. Развязался спор, они орали друг на друга, выбежал на конференц-зал, через несколько минут вязался с ружьем, выстрелил. О, дружочек. Пирожочек. Я тебя услышал. Поступил новый вызов. Массовая драка, футбольный стадион. Нет там никаких массовых драк. Поставь фонарь! Ротная бомба. Нет. Нет, нет. Задание выполнено. Блядь. Не было там драк. Ничего не знаю. Не-не-не-не-не. Не было, все фейк. Не было. Офицеры ждут дальнейших Просто распоряжений. что-то перепутали, видать. В конференц-зале с ружьем стоит спиной к двери и держит на прицеле двух мужчин. Задание выполнено. Сразу из шокера в лоха и все. Тем более он спиной стоит. Я бы еще с перцового баллона его залил. Как завещал один великий. Поступил новый вызов. Массовая выпил, лесопилка. Говорит, студентики, говорит, самоликвидируются. Группа из 10 студентов поехала в лес с ночевкой, они поставили палатки, развели костер, пили спиртное, пели песни. Около полуночи на них вдруг набросился огромный мужчина с мешком на голове и топором в руках. Одной девушке удалось добраться до дороги, где она оставила Перси, сгоняя, пожалуйста, тут эти конченые, опять конченые. Это, говорит, студентики, говорит, самовыпиливаются. Что ж вы, говорит, себя не бережете, да-да-да. Бля, надо пересмотреть, фильм будет. А, да, даже так. Ну, кстати, простенькое какое-то это. Итак, какого-то чувака это и на витрину поставили. Жена жертвы. В последние годы держать магазин стало накладно. Место у нас очень удачное. Улица малонаселенная. Случайных покупателей ждать не приходится. Вся надежда на постоянных клиентов. Летом мы всегда были убыточны. Но все компенсировал праздничный сезон. Костюмы для Хэллоуина у нас стабильно лучшие в городе. За час до предполагаемого времени смерти мистера Сака камера через дорогу засняла всего несколько человек. 2 девочек. Близняшек. Двух девочек. Близняшек. Высокого мужчину в сером пальто.
И бородатого бездомного, осматривающего мусорные баки. Да ёпта, вы всех тоже здесь перечисляете? Умер не от выстрела в грудь. Читать не буду, думаю, сами прочитаете. Здесь все просто. Чувак работал, к нему заходит другой тип, угрожает. Пистолетом. Что-то здесь где-то не так. Тут что-то не так. Но это читаемо было. А следующую смену дурака этого повяжем. Ой-ой-ой. Конец рабочего дня намечается веселым. Нифига себе, у меня здесь все топовые мои полицейские на вызове. Неплохо. Задание выполнено. Все живы, вот это самое важное. Это было опасно. Перси мой родной. 735 уже. 102-й день. Все счастливы, почти все, кроме полицейского участка. Поехали. Пойти домой, да, конечно. Наспор проглотил ключ, сидим. А где все здесь в этой смене полицейские? Алло. Мэри, последний год мы активно боремся с незарегистрированной предпринимательской деятельностью и серыми компаниями, которыми бессовестно используют дыры в законы. Мы ужесточили некоторые нормы, чтобы этим мошенникам сложнее было арендовать помещения и ввозить товар в город. Разумеется, тут же вылезли недовольные, грозятся устроить протест. Потребуется с применением силы. Я тебя услышал. Сладкий подарок. Пошел процесс. Так, вот этого товарища мы сейчас сразу накуканим, прям сразу. Здесь пресс-эф всем троим. Ой. Протест малого бизнеса. Так. Блин. Яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, ну уехал. Бывает Поступил такое. новый вызов. Драка в школе. Как бы мне собрать пол-лимошки и свалить уже на пенсию. Выдача себя за сотрудника полиции. Ходит, орет на всех, размахивает оружием. Дружочек, поехали. Переиграю, никогда не переигрываю игры. Вообще никогда. Это мое прохождение. А кто переигрывает, ну, типа такое. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Увидев полицию, мужчина в форме подошел поближе и отдал честь. Форма на нем явно из магазина сувениров, а вот пистолет кажется настоящий. В полицейский участок вызывают. Дело срочное. Задание выполнено. Конечно, с шизофрениками по-другому никак. Убийца
1200. Нахер идешь? Я больше тебе помогать не буду, все. Задание выполнено. Ладно, крайне редко переигрываю вообще. Крайне редко. Я не знаю, там раз в миллион лет. Когда это не сказывается на сюжет, ничего страшного нет. Ну, тут не критические какие-то Поступил ошибки. новый вызов. Угроза разрывного. Алло, это полиция. Младшая школа заминирована. Сказал звонкий голос, потом в трубке началась какая-то возня. Шляпа. Школьники звонят. Мэрия, сегодня состоится ежегодный чемпионат по поеданию картофеля. Необходимо присутствовать полиции. Ну, на те два самых классных пацана. Шляпа. Я думаю, шляпа. А если не шляпа? Да нет, шляпа, шляпа, шляпа. Господи, хоть бы шляпа, хоть бы Задание шляпа. выполнено. Школьница Лилис решила сорвать контрольную. Сейчас можно так позвонить, кстати. Не рекомендую этим заниматься. Наркоман, находящийся на лечении, похитил дорогостоящий аппарат искусственного дыхания и заперся с ним в туалете. Медсестра пыталась его вразумить, но тот, крепко обняв аппарат, уверял, что это его имущество. А когда сотрудница больницы подошла к нему, выхватила из кармана скальпель. Я вас понял. Это серьезно. Надо быстрее бабло собирать и скипать, потому что я боюсь, что может сейчас что-то случиться. До добра это не доведет, тем более нам все что-то со всех сторон угрожать начали. Поступил новый вызов. Охранник из магазина игрушек задержал толстого мальчика, который подозревает в воровстве. Я уверен, что он спрятал у себя в штанах. Я думаю, что двоих хватит. Задание выполнено. Так, наркомана попустили. Конец рабочего дня. Поступил новый вызов. О. А ну-ка, ребятки, тут что-то прям очень серьезное. Задание выполнено. Наркотрафик. Поступила анонимная наводка. Сегодня поздно вечером в порту будут разгружать большую партию груз. Хорошо охраняется. Хозяева без боя не сдадутся. Давайте, пацаны, повоюем. Тут вообще просто вся элита смены поехала. Вообще все. Поступил новый вызов. Вот здесь сейчас может отлететь столько народу, сколько вообще возможно. Так, не-не-не, все, тормозим. Владелец заведения сообщил, что на бармена напал посетитель. Бармен оказался наливать посетителю, потом он... Тут можно вот так вот прям втроем поехать. Я думаю, сейчас пацана... Сейчас что-то жесткое очень будет. Задание выполнено. Ой, хорошо, ребята, хорошо отработано. Все живы, все здоровы. Это было очень опасно. Очень опасно. Не, ну здесь потому что 1100, 1000, 1900 почти. 700. Тут ребята У нас очень серьезные нештатная поехали. ситуация. За стойкой бара стоит молодой парень с куском стекла, угрожает. Задание Дубинкой в выполнено. лоб просто дал раз и все. Пойдем, парень, говорит, выпьем. Сейчас мы выпьем. Поступил новый вызов. Митинг. Под казино собралась толпа, игромания, болезнь. Ща, пацаны. Там вообще все поехали. Вся основа.
Сейчас вам там устроят митинг. Задание выполнено. Всех туда, в автозак. Поехали, ребята, отдыхать. Даже не пришлось вообще никем командовать. О, нормально, нормально. Бесплатные презервативы в центре города. Кого? Держусь на ногах, завтра приходишь. Завтра приходишь. Отцы, вы что-то уставать сильно прям стали. Конкретно сильно. О, банда нарисовалась. Это мы одобряем. Фрейзер Рори оказался членом банды под названием Паганстеры. Он может помочь вам уничтожить банду, если вы сделаете его своим информатором. Анонимный информатор Виктор. Поехали. Ребята! Просто врываемся, ёпта. О, сладкий подарок, 6000 долларов. О, это деду надо. 330 тысяч. Добрый вечер. 8:49. Чё? Где? Жилой квартал? Поступил новый вызов. Ой-ой-ой. Ну, конечно же, а с чего же, блядь, еще утро-то, чтоб началось? Какой-то псих в костюме клоуна остановил школьный автобус, вытащил водителя, бросил. Ты чё, ёпта, родной? Нихера себе. Хорошо утро начинается. Просто в автобус с детьми просто граната влетает. Говорит, добрый вечер. А, драка в жилом квартале? Не-не-не, нет такого. Нет там никаких драк, я не У знаю. нас нештатная ситуация. А, все, давайте ищем. Дети плачут, но смирно сидят в автобусе. Снаружи стоит мужчина в костюме клоуна. Задание выполнено. Просто из шокера сразу. Вообще, без разговоров. Разрывной ты наш. Задание выполнено. Ну... От души. Поступил новый вызов. Это, говорит, пранк. Кража в зоопарке. Парень с девушкой, похожие на хиппи, утащили из клетки редкую желтую обезьянку. Ой, блядь. О боже. Задание выполнено. Поступил И новый пари в вызов. отделе. Подозрительный индивидуум. Работник магазина заметил женщину, которая очень похожа на мошенницу. Что-то подозрительно много сотрудников надо вам, мне кажется. Ну-ка, поехали-ка прокатимся. Читу, ёпта, сперли с этого зоопарка. Совсем охренели, что ли? Редкая обезьянка. Поступил новый вызов. 60 не надо, ребята, поменьше. 60 уже, когда совсем дураки. Мужчина в костюме клоуна вошел в банк. Да что ж такое, я не пойму, за клоунские какие-то вечеринки. Предъявил в кассу чек на 250 миллиардов долларов и потребовал Чего? Он угрожает банку серьезными проблемами, если немедленно не выдадут всю сумму наличными. Перси, слушай, брат, прокатись, пожалуйста, там 250 миллиардов долларов наличными попросили. Там нормально вообще, нет? Все, я не пойму, У реально нас обострение. нештатная ситуация. Женщина в темных очках выбирает апельсины. Женщина бросает в копов апельсин, переворачивает несколько ящиков, бежит. Задание новый вызов. Конечно, поймана. Да, тут ребята серьезные. О,
Ой-ой-ой, сейчас молодняк поедет. Вооруженное ограбление. 5 вооруженных грабителей ворвались в банк и потребовали открыть хранилище с ячейками. Выстрелили. Ага. Ребятки, крепимся. Я очень надеюсь, что их сразу не выкосят. Задание выполнено. Так, если что, сейчас на подмогу ребят серьезные приедут. Сейчас еще Персия освободится, вообще жопа им всем будет. Так. Задание выполнено. Не шутя, молодняк разрулил. Поступил новый вызов. Нападение. В офисе страховой компании скандал. Женщина утверждает, что контору надула. Эй! Кролл! Уянет. Женщина долго трясла кулаками в адрес своего агента, потом схватила за галстук, ударила головой в стол. Ну, это такое. Я думаю, вот так вот можно отправить. Эй! Проснулся. Поступил новый вызов. А сколько он встал-то? 1:22. Алян, где буянит? Сообщила в полицию, случайно обнаружила шокирующие записи своего мужа Виктора, из которых следует, что он явится сегодня на вокзал, разобьет там больничную емкость с ртутью. Так, ребятки, ну-ка, поехали, когда едем. Понравилась игра? Не-не-не, я просто так в нее играю по столько серий. Так. Если он бутылку с ртутью разобьет, будет не очень хорошо. Мужик в ливень продолжал копать могилу. Ребята молодые доедут. Что за имя такое Крамбай? Поступил новый вызов. Задание выполнено. Корбен, детка. Хорошо, хорошо, ребята. Красавчики. Массовая драка на турниках. Чего, блядь? Трое рабочих завода пили пивандепола на лавочке и стали приставать к группе молодых спортсменов, которые занимались на турниках. Мужчины стали обзывать спортсменов педиками. Смеялись над ними, а затем швырнули пустой банкой. Спортсмены сначала не обращали внимания, а один из них схватил предмет, похожий на арматуру. Задание выполнено. Задание выполнено. Сейчас звук был у меня, наушники, наверное, немножко это... То ли разрядились, то ли что там произошло. Минус быдло. Естественный отбор. Так. Ой-ой-ой. Чего? Бесплатный вход в музей, нахер. Да, туалеты плохо почистили. Сейчас пойдешь чистить. Слушай, какая умница, а? Какая умница. Есть же вот люди вот. Что-то вы тут как-то слабовато. Так, где разрывной? Поступил новый вызов. Ой! Что? Поступило анонимное сообщение, что в роскошном особняке на краю города работает элитный бордель.
По словам источника, девочки там высший класс. Бухло отличное, цены просто космос. Так, дед, тебе уже поздно. Так, мужики, поехали. Со спецназом. Спецназу тоже надо немного отдохнуть. Как говорится, равняйсь смирно, выдвигаемся. Важнейший вызов. Со спецназом, с автозаком, вообще совсем Поступил просто. новый вызов. С Рублевки элиточка пошла. Массовые беспорядки. Не-не, нет в Поступил городе новый никаких. вызов. Не-не-не-не, нету в городе массовых беспорядков. Не-не-не-не. Вымогало. Перед крупной распродажей 10 байкеров перекрыли один из входов в торговый центр, в которых ломятся люди, требуют платить им за вход. Я у мамы ама криминал. Задание выполнено. Можете не благодарить. Пригород 1540. Понял. Массовые беспорядки. Хотя нет, 1500 мало дает в Пригусе. Не-не-не. Не-не-не-не, без спецназа туда втроем ехать в тюрьму это... Хотя сейчас все вернутся, кстати. Сейчас тюрьму накроем со спецназом прям. Поступил новый вызов. Ну чего там в аптеке? Молодой тощий парень ворвался в аптеку, достал из рюкзака пустые банки из-под спортивного питания и стал швырять им в фармацевта. Прокатитесь, а дураку этому дайте по щам. Так, а вот сюда вот мы сейчас по тяжелому зайдем. В тюрьму надо... Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Задание выполнено. Я вам сейчас устрою там. С ножом бросается. Совсем что ли конченые? Куда вы здесь? На 1200 макой. 1100 сисиль. Тут, ёпта, почти четверо на косарь с лишним. Поступил новый вызов. Здесь, я не знаю, вообще просто домогалово на автобусной остановке. Нет, я ролик видел, там не домогаются. Там просто видеоролик снимают один. Задание выполнено. Очень важный. Задание выполнено. Задание выполнено. Просто домогался, вообще ничего не значит. Так, в тюрьме все ровно. Здесь все ровно. Поступил новый вызов. Чё? Попытка ограбления. В дом Шарлотты в разгар вечеринки ворвались вооруженные люди. Можете дальше даже в принципе не продолжать. Сейчас туда ребята съездят. Хорошие ребята. Тем временем 346 тысяч. Осталось 150 тысяч всего накопить на дом загородный. Поступил новый вызов. Покушение на убийство. Мисс такая-то увидела, как молодую девушку в купальнике душит полуголый мужчина. Я не удивлюсь, если сейчас на пляже просто они друг друга это... Вообще не удивлюсь. Даже, ну, ни доли удивления не У нас будет. нештатная ситуация. Так, пригород. Возле гаража стоят 3 охранника с пистолетами, готовятся к штурму. 4 вооруженные грабители, которые захватили с собой пожилую женщину. Грабители требуют пустить их вместе с заложником. Задание выполнено. Конечно. Ну, Сент, ну надо денежек нормально платить. Ну, что же... Ну, что ж такое-то, ну... Старый БДСМщик Терентий. Поступил новый вызов. Избушку свою. Жестокое обращение с детьми. Увидела в глазок, как соседка избивает свою дочь. Задание выполнено. Поехали. Мужчина делает девушке искусственное дыхание. А жаль. Я думал... Ну да ладно. Да, кстати, поздравляем. 4 у нас теперь человека по 1000 в смене. Очень жесткая смена. Это смена Б. Поступил новый Очень вызов. жесткие ребята. А выбросил на напоре Жан... Ой-ой-ой-ой.
Приезжие бросили жареную свиную голову местный... За местных фанатов. Тут надо, блядь, поднимать всех. Задание выполнено. Сейчас мы побросаемся в наших фанатов башками. А-та-та. Сейчас, ребята. Там нормальные парни поехали. Сейчас вы кайфанете. Сейчас, братцы. Поступил новый вызов. О, кто-то из толпы выстрелил в диджей за то, что он отказался сыграть заказанный трек. Стрельба продолжается. У нас внештатная ситуация. Массовая драка. Завидев полицейских, многие из фанатов убежали. На трибуне остались несколько десятков человек, которые бьются друг с другом насмерть. Задание выполнено. Конечно. Шокеров на всех не хватит. Тем более, мало ли, может, своих фанатов заденем. Не-не-не, так не пойдет. А вот дубиночками четко отлавливать. Да, те, кто... Ага. Ай-яй-яй. Так, 346 тысяч. Это очень хорошо. Так, смена у меня работает. Все отлично. Все выполнено. прилично. Стрельба. Красиво. Очень красиво. И завершаем день. Нормально, баланс соблюдается. Ну а как он соблюдается, ребята, я думаю, вы увидите в следующей серии. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ой, ну и заходите на Vast, на стримы. Буду вас ждать. Спасибо всем. Удачи.